Сегодня мы поговорим о влиянии глютеновой диеты на пациентов с целиакией и мигренью с комментарием врача-невролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидят это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. В процессе работы с пациентами с мигренью я обратила внимание, что им становится легче на питании без глютена. Глютен, клейковина, это белок пшеничной и ржаной муки. Иногда его специально добавляют, чтобы выпечка была воздушная, хрустящая. Глютен – тяжелый белок для переваривания даже для здорового ЖКТ. А уж если есть погрешности в питании, в кишечнике обитают плямбли и кандида. Нарушена микробиота. Запущено хроническое воспаление и недостаточно ферментов для переваривания, то чувствительность к глютену резко повышается. Целиакия – это врожденное заболевание, при котором необходимо полное исключение глютена из пищи, рожь, пшеница, ячмень. В противном случае организм сталкивается с самыми разными болезнями с аутоиммунным компонентом. В плане неврологии эти пациенты могут столкнуться со следующими заболеваниями: мигрень, полиневропатия, атаксия, эпилепсия, деменция, тревога и депрессия, шизофрения, миастения, миопатия. Также есть понятие нецелиакийной чувствительности к глютену, которое обусловлено генетически полиморфизмы генов, причем изменения во втором гене повышают чувствительность к глютену аж до 5 раз. В своей статье о глютеновой мигрени группа ученых описали следующее наблюдение. 376 пациентов с целиакией прошли анкетирование, неврологическое обследование. Диагноз мигрени был подтвержден. По всем правилам контрольную группу составили 234 пациента с рефлюкс-эзофагита. В итоге была выявлена повышенная распространенность мигрени среди пациентов с целиакией у 161, а это 43% пациентов с целиакией, и у 25 – 11% пациентов из группы контроля. А глютеновая диета явилась очень эффективным немедикаментозным видом терапии мигрени у пациентов с целиакией и мигренью. Принципы аглютеновой диеты просты, следует полностью отказаться от глютена содержащих продуктов. Не стоит забывать и о химическом составе продуктов питания. Так, ежедневный рацион должен обязательно включать в себя 400 граммов углеводов, 130 граммов белка, 120 граммов жиров, а калорийность меню должна быть до 3200 килокалорий. Употребляйте блюда, приготовленные на пару, а также отварные и запеченные. Следует исключить из меню все продукты, вызывающие раздражение пищеварительного тракта и усиливающие секрецию поджелудочной железы и желудка. Это хлеб из пшеницы, ржи, ячменя, макаронные изделия, крупы, мука, колбасные изделия, пиво. Стоит учитывать и тот факт, что мука входит в состав многих продуктов питания, поэтому в магазинах следует тщательно изучать состав малознакомых изделий. Продукты, разрешенные при аглютеновой диете: постное мясо, индейка, курица, говядина, кролик, нежирная морская и речная рыба, треска, хек, минтай, судак, путасу, молочные и кисломолочные продукты, творог, несоленые сыры, каша, рисовая и гречневая, яйца, овощи без содержания большого количества растительных волокон, кабачки, огурцы, свекла, помидоры, картофель, цветная капуста, тыква, морковь, ягоды и фрукты, желательно в виде киселей, компотов, морсов, желе. Друзья, это же отличная новость. Обязательно берите на вооружение. У меня к зрителям вопрос: а вы пробовали исключать глютен из своего рациона? И если да, то как это отразилось на вашем самочувствии и головной боли? Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!